Всем привет! Ночь прошла спокойно. В тот момент я еще не знала, какое это редкое удовольствие спокойно проспать ночь на якоре. Свела особенного не было, да и устала эмоционально и физически я за первый день очень сильно. Так что проспали просто как убитые. На утро мы подняли якорь и выдвинулись снова в путь. Живой, все живы. Цепь вообще легко вышла, слава богу. Я опять царапина. Так, телефон тебе воткнуть сейчас. Ты чуть сбавь мне оборот, чуть-чуть не сбавь. Много. 1800 штук. Скорость принята. Слушай, и карту быстро. Быстро открываю, да. Спасибо, Джоли. Спасибо, Джоли. Умничка. Все, лебедка у нее работает. Я же еще не была уверена, что у нее мощности Никто не может был уверен, не хватить. поверишь, никто не был уверен. Потому что якорь именно не кидали еще, а это может быть понадобится. 6:35 мы с тобой вышли. Какая хорошая точка постоянно. Не, ну муринги дурацкие. Я бы так не сказала, но это не было. Нормальные муринги для 3 членов экипажа. Вообще абсолютно нормально. Слушай, то, что у нас не получилось с первого раза, это хороший знак. Во второй раз у нас люка нет уже. Ну, просто одно дело, если остановиться у него, другое дело, когда ты мимо него проходишь, Так ты не просто бывает. не можешь. Я знаю, захватить поэтому его. все быстро делается, так не бывает. А рулевой подруливает назад-вперед, а я не видно. Слушай, послушай, главное результат. У нас Не живы- плачь только ради бога. Не могу! У нас живы все. Все живы, все хорошо. и я Поцарапали назад кого-нибудь? поверну. Нет. Нет, даже Ну себя что, не поцарапали. слушай, крюк сломали. Крюк, значит, хуёвый был крюк. Хуёвый был крюк, да. Но с другой стороны, если бы не хуёвый крюк, то, может быть, и оторвало. Нет, всегда бросай все инструменты, чтобы сохранить свои части тела. Капитан сказал держать, я держала до последнего. Спасибо, милый еловник. Еловник по-черногорски. Это меню. А этот еловник, видимо, какая-нибудь сколько часов на двигатель. Я думаю, знаешь, я сейчас о чем? Бесстрашие в невежестве. Мне не страшно, потому что не страшно тебе, а тебе не страшно, потому что у тебя есть жизненный опыт. А да, мне потому что я просто не знаю. Ну все, можешь ты спать. Или я боюсь. Я знаю, что оба варианта тебе не ничего. Пока нет. Тебе дальше что ли? Не, у меня нормально. По крайней мере, пока что все хорошо. Ты меня выведи из этих островов в море и можешь идти спать. Их 1000. Ну вот из этой 1000 выведи. Это уже в Черногории. Через 2 минуты прогноз отразится. Заглянув под двигатель, я обнаружила там лужу непонятной вонючей жидкости. Я на тот момент еще не могла отличить дизель от масла. Впоследствии оказалось, что это дизель, смешанный с маслом. В тот момент мы еще не понимали причины, откуда это и что с этим делать, и вообще в чем проблема, поэтому я просто вытерла все насухо и положила сухие чистые салфетки, чтобы контролировать скорость утечки и понять, откуда вообще это происходит. Работающий движок, оно нормально. Может, Жене любимой написать, спросить совета? А ничего из разряда вот выходящего. Я пока тоже. Но я ничего не понимаю. Автомеханик, ты же не будешь просить в зоологию лезть, а не в биологию, правильно? Если что, В биологию лезть ты не будешь просить автомеханика разбираться в этом тонусе. Ну все, это другая профессия. просто Женя, она такая... Женя, она универсальна. Да, она и в двигатель может залезть, и на мачту, и куда угодно. Она же не может сейчас залезть. Да, не может. Просто я думала, может совета спросить, что она скажет вообще. Обратиться к
попасть и проверить гуманитарку, шрамы и все остальное. Но это же очевидно. Сейчас еще через полчаса посмотрю, что это. Часто бывает, что вполне. Начиная с этого момента я поставила себе правило заглядывать под двигатель каждые несколько часов. Я обязательно проверяла, чтобы там было чисто и сухо, а также ложила туда сухую салфетку, которая была хорошим индикатором в случае чего. А каждое утро, прежде чем завести двигатель, я проверяла уровень масла на щупе. Короче говоря, там ничего особо не накапало за это время. И кажется, я поняла, откуда течет. Это прям ближайший отсюда шланг. На нем, во всяком случае, снизу было немного масла, как будто бы с него капает. Но я не уверена, я положила салфетку туда. Сейчас увидим, да. И увидим, посмотрим еще через часик. Я его вытерла насухо. Если это так, то это прям самый простой способ. А сколько сейчас до него расстояние, как ты думаешь? Меньше мили. Ну, меньше мили, да, но... 7-8. 7-8. Сейчас от него будет волна. Да. Все, и спрятала, чтобы тебе конец не мешал. Теперь смотри, вот ты сейчас сама мне должна сказать, как лучше всего видеть за руку. Тебя важны колдунки на парусе. Это вот такие Вижу, синие веревочки. Тебе надо, чтобы ты видела верхние и нижние. Вот, Их 3 тут. вот я пока видно. Ну, я вижу 3. Раз, два и наверху. Совсем не вижу, я, например, не вижу. Совсем наверху не вижу. Ну, по третьему где-то. Сейчас. Ты за грота, Всё, видимо, не всё, видно. вижу, да. Где тебе их ключи? Ну, мне везде их видно. С этой стороны грота. Твоя задача сделать так сейчас, чтобы у тебя парус наполнялся и был пузатый. Ну, красиво смотрю. Очень красиво, но смотри, у тебя 3 угла. Задняя шкатулина, это... Задняя шкатулина не набита, ее надо поднабить. Нет, не надо. А она, по-моему, не очень такая расправленная. Смотри, у тебя задняя шкатулина, передняя шкатулина, Знаю, и да. нижняя шкатулина. Да. У нас сейчас задача специально делать его пузатым, чтобы ветер, который смотрел, входит в галстук, чтобы он наполнял паруса. Теперь смотри, у тебя колдунки, они есть на внешней, на внутренней стороне паруса. И когда ты идешь острым курсом, надо, чтобы они были горизонтально, когда они летят. А на полном курсе это не очень важно. Но когда ты не добила, они вниз сваливаются. Когда ты перенабила, они вверх летают. Когда не добила, падают, когда перенабила, перенатянутый парус, да? Они вверх летают. Они вверх. Поэтому сейчас сиди. Но у меня все по-разному. Вот. И смотри, потому что ветер разной силы в разных частях. Для ворот. Хватит двух. Возьми на руку себе, как даже одного, нет, одного, не бойся. Вот теперь как лошадь, возьми на руку. Не надо в стопор не ставить. Ты даже сейчас эмиграция будешь. Вот теперь смотри, ты правее. Смотри, что будет. И еще очень важный момент, когда он начнет заполаскиваться вот так. Это не порядок. Это не понятно. Вот еще по траве, не бойся, сейчас тебя никто не упустит. Ну, слушай, ну один поворот, один Его оборот... сейчас удует от меня. Ну, один оборот все-таки оставь. Вот, все, достаточно. Вот теперь смотри, вот это классическое заполаскивание. Он не добит. Да. Набивай. Что? Нравится? Нравится. Давай, добирай еще. Еще. Ну, вот это, как бы, он у тебя почти... Ну, у нас там случилась юбка, называется. Внизу есть. Вижу, а из-за чего это? Из-за леера? И сильно вверх.
смотри, тут же это нормально? Трави. Еще трави, еще. Вот смотри наверх. Еще трави. Еще, не бойся. Не надо, не набивай. Я... Ветер скис сейчас. Сейчас ты вообще не виноват. Вот для этого ты теперь включаешь свой затылок, чтобы он чувствовал ветер. Уши. Чем ты сейчас еще? Слушай, а почему он со жмаком внизу? Он не донатянут, что ли? Он не добит попало, во-первых. А что с этим можно его сделать? нельзя сейчас набивать, потому что ветер очень слабый. Вот, и будет только хуже, если он не добьет. То есть это нормальная история, то, что там складка внизу? Это называется ёбка, у тебя твой борт мешает нижней части паруса расправиться. Но мне кажется, что складка прям на самой скрутке, нет? Не. В зависимости от курса ветра, ты можешь регулировать еще угол нижней шкатулки вот этими коллекторами. Мы будем это делать. Сейчас они настроены на очень легкий ветер. Вот, но мы с тобой это будем делать потом. И смотри, рядом положи телефон и смотри на свою скорость. Увеличивается. Как куда ты ушла? С телефоном. Я поставила на стопор. Так ты мне должна сказать: Оля, проследи за парусом. Ты чего? Ну ты не бросай так никогда. И все, я даже не знаю, что у тебя в голове. С телефоном. Нет, послушай, вот, это тоже взаимодействие очень важно. Потому что ты ушла, сейчас парус у нас молодец. Ну, например, ну несчастный прям сейчас. Вот этим? Ну вообще да, вот это Команде права. ты обязательно Обязательно нужно говорить, что Да. где когда. Или, Оля, возьми парус, я ушла. Ну, то есть ты делегируешь ответственность. Это очень важно. И не смотри на телефон, смотри на парус. У тебя парус сдулся. А у тебя галстук, а парус сдулся. А зачем ты его набиваешь? У нас почти полный Меняем. срок. Ничего мы не меняем. Мы сейчас с тобой, как бы, если бы мы хотели идти по парусу, мы бы с тобой поворачивали. А мы с тобой не можем поворачивать, потому что у нас сдулся ветер. И мы ждем, когда придет новый парус. Видишь, опять жарко стало. Ветер кончился. Я до Англии точно дойду. Что-то в твоем взгляде не было Нет, оптимизма почему? вообще. Почему? И до Карибы, куда хочешь, все происходит. Вот когда у нас галфинг и ниже курс, то мы травим парус как можно больше, чтобы дать всю площадь ему, ветру, наполнить и нас толкать вперед. Нет, наоборот, надо травить. Если его хочется подтянуть. А это всем хочется, не надо. Но он сейчас вообще как сопля. А потому что ветра нету. Вот смотри. Ты его подтянешь, чтобы он не болтался. Ты поток берешь и тормозишь воздуха. Нам надо, смотри, чем он уходит на Глубже 45, на 90 градусов, тем больше в него ветра даже маленького попадает. Как только ты срезаешь его и подтягивая, Ну, галфинг же ж попадает. тогда 45 градусов, а ты уже его сделала на сколько? Это уже не 45. Вот посмотри, он сейчас сам тебе расскажет, что он хочет. Вот смотри на него. Вот смотри, что он хочет. Это плохо. Видишь? И вот он чуть заполаскивает, посмотри. Вот найди ту самую маленькую грань, Где уже не наполнен, но еще не заполаскиваем. между заполаскиванием и наполнением. И вот играй сейчас. Перепила, трави, опять заполосту, набери и тут же трави. Понимаешь? На круизных лодках это так не работает. Ты поставил парус и чешешь себе и пьешь, не знаю, пиво, кофе, все что угодно. Ну, чтобы ты поняла, как он работает, вот сейчас с ним поиграйся.
если ты не хочешь определять скорость по телефону, ты можешь брать цель такую-то, пелен, и смотреть, едешь ты медленнее или быстрее. Ну да, я по берегу так обычно Это я тебе просто, я тебе рассказываю разные способы, что есть они... У нас же на лодках вообще нет никаких приборов, понимаешь? Я на самом деле, пока этим занималась, поняла одну важную вещь. На самом деле, это полезный скилл, которому ты меня учишь, но я здесь бесполезное звено в данном случае. То есть здесь есть вполне конкретный отрезок веревки, дальше которого его просто нельзя пускать. И когда нет ветра, он скиснет, да, потом обратно набьется. Но это сейчас у тебя просто очень слабенький. Да, в данный момент времени, я говорю, конкретно. А вот как это в гонке, да, у тебя зависят секунды. Нет, понятное дело, что каждый ветерочек важен, в данном случае это я просто бесполезное звено тут. А меня просто отвлекла от работы. А вот сейчас ты поставила лебедку, и вот смотришь, просто следишь. Увидишь, что он стал зависать, поднабить можно. поднабила. Увидела, что перенабит, подробила. Но я хотела, чтобы ты саму почувствовала. Да, скилл правильный, что я сама это поняла. Да. Но когда ты работаешь с парусами, смотри, берешь, оторвалась, посмотрела, оторвалась, посмотрела. Это как раз уже многозадачность, понимаешь? Вот сейчас у тебя задача катамаран, парус, навеванец. Смотри, закинь. Вижу. Поправить, я поправить. В этот ставь, и все. Что наш катамаран? Все прошло, все хорошо. Да, идет Ну и все, я пошла зубочистку ставить. Видишь, как полоскал? И передняя штатурина, видишь, ушла совсем вперед. Нам этого не надо. Чуть-чуть добивай. Но в принципе, ты можешь это ставить на лебедку. И, например, когда ветер сильный, ты просто не удержишь. Да, не держу. И причем, чем сильнее ветер, тем Когда больше... порывы приходят, Да. я накидываю еще. Вот смотри, чем сильнее ветер, тем больше оборотов. Да. Вот. Поэтому у меня оборотов уже Я много. тебе технику просто объясняю, Ага. как это. Почему там бывает 3 оборота, 2 оборота. Иногда вообще несешь на руке без оборотов, потому что совсем слабый. Вот. И чтобы просто твои руки, лебедки придуманы для того, чтобы беречь свои Облегчить. силы. Для самых внимательных зрителей ролика я хочу рассказать историю с двигателем. Хотя на тот момент я этого еще не знала. И только спустя, наверное, месяц я разобралась с этой проблемой, потому что, это страшно, когда из двигателя течет какая-то странная жидкость. И совершенно непонятно откуда, локализировать место не удалось. Впоследствии мне удалось отследить, что это происходит после каких-то сильных волн, качки, крена. И уже когда я стояла в Черногории, я нашла скрытые полости в яхте, в которых предыдущие владельцы хранили бутылки с маслом, и эти полости были заполнены какой-то странной смесью дизеля с маслом. И на качке из этих полостей жидкость начала выплескиваться и стекать в самую нижнюю часть подпоёльного пространства, именно под двигатель. Таким образом, выглядело это очень реалистично, что течет именно из двигателя, но впоследствии я поняла, что это не из двигателя вообще. Когда я вычистила эти полости, все прекратилось, все закончилось и больше меня не беспокоило. По крайней мере, пока что. А на сегодня все. Спасибо вам, мои друзья, что смотрите это видео, комментируете, ставите ваши лайки, дизлайки. Я очень вам признательна за длинные комментарии, больше 4 слов. Они действительно помогают моему каналу продвигаться, помогают продвигать это видео. И мне действительно очень интересно с вами общаться. А на сегодня все. До новых встреч, друзья! Я сажусь монтировать следующее видео.